Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана, и сегодня по традиции я приглашаю вас в свою гардеробную. Сегодня видео необычное, сегодня я покажу вам образы и приглашаю вас обсудить те образы, которые я для вас приготовила. Что-то понравится, что-то нет. Надеюсь, что вы приятно проведете время, и некоторые мои идеи вас тоже вдохновят на создание своих неповторимых образов. Давайте приступим. И, мои дорогие, в комментариях давайте обсудим сегодняшние мои образы. Надеюсь, вам что-то сегодня понравится. Все сегодняшние образы основаны на первом слое базовом черном. Черная футболка, и черные джинсы, черная обувь. Можно оживить этот образ с помощью вот такой рубахи с интересным ярким принтом. Принт анималистичный, хорошо оживляет, делает фигуру более удлиненной. Не застегивая рубашку, можно скорректировать недостатки фигуры, сделать ее более удлиненной, более тонкой. И вот эти вот вертикальные линии, они, конечно, свое дело делают. Обувь можно подобрать тоже романтичную. Так, следующий образ основан также на черной базе. Поверх джемпер, опять-таки черная обувь, черные джинсы, черная рубашка. Джемпер может быть абсолютно любого цвета. Главное, чтобы он был гладкий, без кос, без различного вывязанного орнамента и однотонного оттенка. Конечно, можно обыграть этот образ с помощью платка. Я очень люблю использовать в аутфитах платки. Шелковый натуральный платок хорошо может подчеркнуть именно вот этот строгий и такой как бы ровный сам образ. Можно обыграть платком разными способами этот аутфит, но он такой вот базовый, классический и очень такой спокойный, на мой взгляд, очень простой. Так, следующий образ это образ деревенский стиль, я его называю. То же самое, черная базовая первый слой и поверх рубашка. Рубашка уже такая с джинсовым воротником, с такой расслабленный вариант. Этот расслабленный образ можно поддержать либо обычными кроссовками, можно поддержать какими-то очень легкими шлепанцами. Но вот здесь, вот в этом образе тоже хорошо он смотрится из черной такой классической обуви в стиле казаки. Острый нос, широкий каблук. Тоже хорошо в этом смысле работает. Достаточно простой образ, такой расслабленный, удобный, ну и очень комфортный. Можно также немножко усложнить образ вот такой обувью в оттенке, грубый, слегка такой стиль. Если романтичные балетки подобрать, то и, соответственно, образ будет слегка смягченным и, в общем-то, вполне себе как городской стиль тоже может использоваться. Следующий образ также основан на черной базе, но здесь уже в игру вступает такой немного офисный деловой стиль, любой пиджак, но вот такого яркого цвета. Следующий образ более сложный, это сочетание образа именно милитари, это оттенка хаки одежда, жакет такой немножко грубоватый под этот жакет и под этот образ, конечно, лучше не использовать никакую бижутерию, как бы сама акцентная фурнитура, пуговицы, много, так сказать, пуговиц, здесь и на рукаве пуговицы есть, и на погонах, и на кокетке, в общем, и на карманах пуговиц много, и фурнитуры дополнительных каких-то украшений не требуется. Этот образ также можно немного усложнить вот таким жилетом. Это сочетание двух стилей милитари и стиль сафари, но они вместе очень хорошо работают. Стиль сафари отличается именно удлиненной формой, вот резинка по спинке. Лучше всего использовать этот стиль, два этих стиля именно с какой-то грубой обувью, на толстой плоской подошве, ну, любые ботинки практически к этим двум стилям подойдут, так как они очень схожи и очень как бы близко друг от друга находятся. Сделать этот образ более романтичным можно, конечно, с помощью платка. Опять в ход идет мой любимый шелковый платок с анималистичным принтом. В этот образ он хорошо вписывается. Можно просто на плечи накинуть и уже как бы смягчить этим самым этот образ. Также можно
можно в качестве платка немножко стилизовать и немножко прикрыть вот тут агрессивный черный цвет футболки и сделать этот образ более таким мягким, насколько это возможно, оживить этот образ. Также платок можно носить и на талию, чтобы немного подчеркнуть и сделать этот образ более так расслабленным, что ли. Тоже это будет давать немножко такую фантазийность вот этим строгим стилем. Также платок в этих двух стилях допустимо носить и как аксессуар на голову. В разных вариантах можно повязывать платки, можно просто повязать платок и на шею, можно вот такую импровизированную челму сделать, тоже классно будет смотреться. Опять-таки, следующий образ: черный фон, льняной жакет, тоже стиль такой расслабленный, но, конечно, сочетание черного, он как бы выигрышно смотрится и с белыми какими-то, со светлыми дополнительными деталями одежды. Можно подчеркнуть и поддержать этот жакет вот такими в тон попадающими ботильонами. Можно какие-то более облегченные варианты обуви подобрать к этому стилю. И тот, и другой вариант тоже будет смотреться очень хорошо. Выбор, конечно, за вами. Следующий вариант можно вот такой более легкий, мюли. Так, следующий образ романтичный. Вот все, что можно было сделать именно с черной базой, с черным первым слоем, это, конечно, подобрать вот такой романтического стиля жакет. Можно его цвет подчеркнуть, опять-таки, либо шелковым шарфиком, платочком. Вариантов тоже использовать этот аксессуар множество. Можно просто повязать на шею, варианты повязывания этих платочков и шарфиков очень большое количество, поэтому выбор за вами. Ну, здесь я включила, как говорится, как кинорежиссер. Вот такой стиль. Обувь можно подобрать вот такую акцентную, яркую. Также можно и сумку в этом же стиле подобрать, и что-то такое интересное тоже в этом образе появляется. Также платок, этот шарфик, можно использовать в качестве усложнения самого этого жакета. Можно вот к этим воланам, фалдам добавить и вот такого цвета, но это прям будет совсем романтично. Я думаю, что даже никакой бижутерии сюда не требуется и добавлять. Можно какую-то интересную сумку вот так. Следующий интересный образ — это прям Total Black. Выбираем к черной базе черный классический жилет, но оживляем его вот таким снудом. Главное, чтобы снуд был очень легкий, никакой не шерсть, никакой там плотной тяжелой ткани не должно присутствовать. Главное, чтобы он был такой легкий. Ну, а цветовая гамма, конечно, это зависит от ваших предпочтений. Мне под руку попался вот такой легкий снуд. Можно его просто использовать как вот такой длинный платок, что также будет удлинять образ, силуэт. Можно этот снуд использовать как нарядные блузы, и уверена, что никто не поймет и не догадается, что вы просто в черной футболке. Сделать вот такую стилизованную нарядную блузу тоже легко и просто, и образ превращается просто в какой-то нарядный, праздничный и как бы не такой незамысловатый, и я думаю, что интересный образ, никто не поймет, что это такое. Ну и, конечно, я говорила о том, что способы завязывания различных платков различных, hello. И сейчас я вам покажу один из вариантов, как завязать платок. Это такая импровизированная косичка, завязывается вот так. Можете посмотреть в замедленном варианте, как я это делаю. Вот такая косичка получается легко и просто. Тоже это не обычный узел, но как украшение вполне себе к этому аутфиту хорошо подойдет. Обувь может быть обычные вот светлые розовые кроссовки в цвет самого палантина, чтобы немножко сбить вот этот вот пафос, да, либо вот такая обувь тоже контрастного к вашей
нижней части к брюкам оттенку, чтобы она выделялась и соединяла именно верхнюю часть с нижней. Особенно это классно работает, если вы невысокого роста. Старайтесь выбирать одежду, вернее обувь под цвет верхней части своей одежды. Следующий образ тоже романтический. Это жакет, вот такая рюшечка, но она очень так как бы упрощенный. Если просто вот этот жакет надеть на черную футболку, то это слишком будет просто, но можно обыграть и можно с помощью простого платка сделать этот образ очень интересным и использовать его как не просто выход в город, какой-то городской стиль, но и вполне себе нарядный образ с помощью обычного платка вполне возможно сделать. Просто завязываем платок либо на шее. Главное, чтобы оттенок платка совпадал с оттенком жакета и как-то соединял именно с первым слоем. Тогда это будет классически, это будет гармонично смотреться. Обувь можно подобрать абсолютно любую. Вот подобрать под цвет самого жакета, либо оставить ту обувь, в которой я нахожусь, вот как базовая черная. И тот, и другой вариант классно работают. Также этот платок можно использовать и в случае, если вы случайно попадаете на какое-то торжественное мероприятие, где нужно выглядеть более, так сказать, прилично, элегантно и не как просто футболка. Можно ее стилизовать, вот этот платок, как блузу, и никто не поймет, что у вас там обычная черная футболка и простой шелковый платок. Ну и, конечно, обувь должна быть более классического такого стиля. Вот такой классный образ. Я думаю, что он вам тоже понравился. Ну, на мой вкус, так вот этот образ более, так сказать, удачный. И, конечно, делайте замечания, пишите свои впечатления, что понравилось, что не понравилось из сегодняшних предложенных мне вам образов. И, кстати, вот этот платок можно также использовать в качестве, скажем, акцента на вашей талии. То есть вот таким образом, повязав платок, вы скорректируете пропорции и, соответственно, подчеркнете талию и тем самым подчеркнете красивую грудь. Самый простой способ — это, конечно, на черную футболку надеть рубашку. Вот эта рубашка необычная, с необычным принтом, огурцы. Также можно ее стилизовать как в стиле индийском, это не индийский, но совсем такой. Да, ну и самый простой способ — это кардиган. Кардиган, который имеет в своем оттенке принта какой-то черный. И, мои дорогие, всех люблю, целую и обнимаю. Всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.